не генеральское дело. Сколько генералов погибло в войне? На войне чаще всего погибают рядовые солдаты, в пехоте на передовой. Нередко в крупных конфликтах срок жизни пехотинца составлял буквально несколько недель. Постоянно требовались резервы для закрытия потерь, для чего и проводится мобилизация всех, а не только кадровых военных. Как писал Эрих Мария Ремарк, армия нужна для парадов, а когда идет война, в бой посылают бухгалтеров и молочников. Разумеется, в теплом штабе за чертой линии соприкосновения намного безопаснее и проще. Поэтому потери в высшем командном составе в десятки раз меньше, что объясняется высокой ценностью их жизней. Но сколько же генералов погибло во Второй мировой войне у обоих сторон? Советская сторона долгое время замалчивала цифры потерь генералитета. Причиной тому была высокая доля репрессированных и расстрелянных полководцев, которых нельзя списать на боевые потери, но и признать факт их исчезновения как-то надо. Коллектив под руководством генерал-полковника Кривошеева опубликовал в 2 изданиях статистическое исследование о потерях советских вооруженных сил в 20 веке. Если в первом издании называлась цифра 421 генерал, то во втором она снизилась до 416. Авторы, назвав цифру в 416 человек, заявили, что в это число не вошли не принимавшие участие в войне генерал-полковники Александр Локтионов, Григорий Штерн, генерал-лейтенанты Алексеев, Арженухин, Проскуров, Птухин, Пумпур, Пядышев, Рычагов, Смушкевич, генерал-майоры Володин, Каюков, Левин, репрессированные перед войной и расстрелянные в годы войны. Вообще Красная Армия незадолго до войны истребила колоссальное число собственных военных кадров. 31 декабря 1936 года в РККА было 767 человек высшего комсостава, из них репрессировано 503 человека, 412 расстреляны, 29 умерли под стражей, 3 застрелились, 59 выжили и вернулись в строй. Во время обсуждения планируемого нападения на СССР часть генералов пытались убедить фюрера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно. Ответ Гитлера был следующий: 80% командных кадров Красной Армии уничтожены. Красная Армия обезглавлена, ослаблена как никогда. Это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь. Данные лица застали самое начало войны и были расстреляны в первые ее месяцы. 74 генерала погибли до декабря 1941 года, еще 4 застрелились, когда их соединения попали в безвыходные котлы. 72 генерала попали в плен, в основном в 1941 и 1942 году, 23 их них в этом плену и погибли. Из общих потерь за весь период войны боевые составили 296 человек, 64,6%. Остальные погибли от болезней или катастроф, 27 приговорены к расстрелу, а также ровно 100 генералов было арестовано спецслужбами, 63 их которых были приговорены к высшей мере либо умерли в заключении. К середине войны генералов косили не боевые потери, обычно болезни. В марте 1945 года, на 63-м году жизни, скончался маршал Борис Шапошников. Его участь разделили и более молодые военачальники, командующие армиями Леселидзе, Харитонов и другие генералы, едва перешагнувшие 40-летний рубеж. 90% смертей генералов приходилось на боевые части, находившиеся непосредственно на передовой, даже если речь идет о небоевых случаях смерти. Даже среди генералов ВВС смертность в разы была ниже. Потери немецкого генералитета вдвое превышают число погибших советских высших офицеров – 963 против 416. Без вести пропало в 3,2 раза больше, а в плену умерло в 8 раз больше, чем советских. Наконец, самоубийством покончили 110 немецких генералов, что на порядок больше таких же случаев в рядах советской армии. Такой дисбаланс объясняется по-разному. Советская школа говорит о более высоком уровне военного искусства советского генералитета, особенно в финале войны, отчего генералы Рейха
гибли намного чаще, чем их более умелые советские коллеги. Более трезвые оценки намекают на низкую вовлеченность советского генералитета в фронтовую деятельность, в противоположность немецким генералам прусской формации, которые находились среди первых линий своих соединений. Характерные примеры: генерал-лейтенант Фридрих Бергман убит пулеметной очередью из советского танка, генерал-майор войск СС Рихард Герман убит в рукопашной схватке. О том, что высший военный состав советской армии предпочитали руководить из штабов в глухом тылу, поручая воевать на местах подчиненным, свидетельствует и разница в потерях. В Красной армии гибли низовые члены высшего командного состава в огромной доле, в отличие от более равномерного распределения в Германии. Характерным примером был Киевский котел, когда генералитет моментально эвакуировался, не дожидаясь смыкания, что привело к обвалу позиций. В аналогичной ситуации Паулюс остался с армией и продержался целых 2 месяца. Пишите, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.